«У меня ребенок дома, что вы от меня хотите, я нахожусь в своем дворе». Так кричала вчера вечером жительница Новой Боровой в Минске, когда неизвестные в масках брутально начали задерживать ее и других жителей жилого комплекса. Жесткие необоснованные задержания прошли вчера также в Уручи и на Притыцкого. Люди просто находились около своих домов, общались и пили чай. Столь вопиющее преступление настолько напугало нападающих, что те даже угрожали местным жителям пистолетом. После удалось опознать, что это был длинноствольный ГЛОК 34 модели, который используют только спецотряды ОМОНа. Видимо, именно поэтому трое из задержанных из Первомайского РОВД увезли в больницы. Сегодня стало известно, что у одного из них имеются проблемы с шеей, сильная рвота и сотрясение мозга. Всего было похищено около 20 человек, которых отправили на Окрестино. И тут хотелось бы вспомнить случай с погибшим Романом Бондаренко, когда на площадь перемен тоже ворвались неизвестные. Тогда такое маски-шоу закончилось смертью ни в чем не повинного человека и волной массовых протестов. Складывается ощущение, что силовики сами пытаются спровоцировать очередное народное недовольство. Оно и понятно, без протестов они больше ни на что не годятся, и тепленькие места в силовых структурах могут знатно поредеть. Лукашенко продолжает гастролировать по убыточным предприятиям страны и делает вид, что все у нас хорошо. Вчера он посетил завод «Горизонт» и уже в этом месяце нелегитимный планирует заехать на мотовело. Еще в 2018 году данное предприятие было объявлено банкротом. Банки подтвердили свои претензии компании на десятки миллионов долларов. Мотовело несколько раз выставлялся на торги, чтобы была возможность рассчитаться с кредиторами, но покупателя так и не нашлось. А так на сегодняшний день выглядит один из цехов завода – старый, сырой и прогнивший. Стоит отметить, что сложности у предприятия начались в 2015 году, после ареста его основного владельца Александра Муравьева. По очевидно сфабрикованному делу за якобы неуплату налогов бизнесмен получил 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе акций мотовела. Итак, предприятие перешло в руки государства. Но, как показывает нам 26-летний опыт, все, к чему прикасается нелегитимно, рано или поздно достигает дна. Лукашенко готов тратить миллионы долларов на убийство своих противников не только в Беларуси, но и за границей. Об этом стало известно из нового слива переговоров силовиков. На записи, которая была сделана еще в 2012 году, глава КГБ обсуждает с сотрудниками спецподразделения «Альфа» способы устранения 4 врагов режима на территории Германии и России. Среди будущих жертв фигурировали бывший начальник расстрельной команды Олег Алкаев и журналист Павел Шеремет. Напомним, что Павла Шеремета взорвали 4 года назад в Киеве. Таким образом, предположения о причастности белорусских спецслужб к ликвидации личного врага Лукашенко нашли свое подтверждение. Стоит отметить, что помимо террористической деятельности в других странах, наемники Лукашенко рассматривали и другие способы расправ. В частности, они обсуждали некого профессора, который разбирается в боевых ядах, остро необходимых для спецопераций. Очевидно, что белорусские наемники намеревались прославиться на весь мир задолго до того, как солсбергские шпили и синие трусы стали мейнстримом. К счастью, четко выполнить все, чего требовал Лукашенко, им так и не удалось. Отключить интернет целой стране – дельце хлопотное и весьма дорогостоящее. Белорусскому бюджету оно стоило более 300 миллионов долларов. Такими данными поделилась американская компания, которая провела оценку последствий принудительного оффлайна для мировой экономики в 2020 году. В рейтинге стран, которые сильнее всего пострадали от последствий блокировок, Беларусь оказалась на 2-м месте. В сумме за весь год около 8 миллионов человек в нашей стране оказались без интернета примерно на 9 суток. Авторы исследования подчеркивают, что такие меры со стороны властей сопровождались нарушением прав человека на мирные собрания, а также вмешательством в выборы и свободу прессы. 6 тысяч верующих разных христианских конфессий подписали открытое письмо к властям Беларуси. Среди них 96 священников. Христиане призвали прекратить насилие в отношении белорусов. Применение оружия силовыми структурами Беларуси, которое привело к гибели мирных граждан, пытки и применение тяжких телесных повреждений перевели политическое противостояние в морально-этическую плоскость. Поддерживать незаконные действия властей безнравственно. Молчать о беззаконии в Беларуси – это значит причинять страдания десяткам тысяч человек по всей стране, говорится в сообщении. Кроме того, верующие призвали освободить всех задержанных, привлечь к ответственности виновных в убийствах и избиениях мирного населения, а также провести новые честные выборы. Судя по всему, на стороне Лукашенко остался только священник Андрей Лемешонок, который еще совсем недавно в новинках призывал людей молиться за ОМОН. Если бы не ОМОН, так что бы здесь было сейчас в стране? Вы вообще соображаете вообще? И
Это все на сегодня. Спешу сообщить о том, что у нашей редакции появился сайт zubr.media. Там вы сможете найти интервью с интересными людьми и многое другое. До встречи завтра и живи Беларусь!